Фермеры Чак и Деб Белда получили больше, чем они когда-либо могли надеяться, когда одна из их коров родила. Пара владела небольшим участком земли, где животные могли свободно перемещаться. Фермеры надеялись, что благоприятные условия на ферме способствуют появлению телят. Чак и Деб были очень счастливы и желали завести потомство в своем стаде коров, чтобы заботиться о новорожденных с любовью и преданностью, как они делали со всеми животными на ферме. Однако, когда их корова Му родила, Чак и Деб испытали шок, а они не могли поверить своим глазам. Они даже не могли представить, что их новое потомство войдет в историю по особой причине. Семья Бельдо заботится о своих садах с 1882 года. С течением поколений фермеров они всегда сохраняли уважение к земле и природе, занимаясь земледелием и животноводством, делая все возможное для своего выживания. Работа в сельском хозяйстве всегда была и остается тяжелой, как в 1882 году, так и в настоящее время, несмотря на появление новых технологий и сельскохозяйственных инструментов. Однако Чак и Деб, которые родились на ферме, были полны решимости продолжить семейную традицию. Поэтому, когда одна из их коров забеременела, пара с нетерпением ждала рождения нового теленка. Еще до того, как Му родила, их дочь Джейми заметила, что живот этой коровы стал значительно больше, чем у других беременных коров. Мама заметила, что корова стала большой, но мы не обратили на это большое внимание. Рождение двойни у животных вполне обычное явление, сказала Джейми в эфире общественного радио Миннесоты. В начале года на ферме уже были рождены телята-близнецы. К сожалению, они родились в апреле, когда были сильные морозы, и не выжили. Но когда Му родила, вся семья была шокирована количеством телят, которые родились. Не одно, не два, не три. На ферме Чака и Деб было 4 телят. Семья сделала все возможное, чтобы помочь новой маме, ухаживала за малышами и молилась, чтобы все пережили первую ночь. Родившиеся телята были очень маленькими и, следовательно, не могли быть кормлены матерью. Чак и Деб взяли на себя роль поставщиков и кормили телят молоком, которое им было нужно день и ночь. К счастью, телята оказались гораздо сильнее, чем казалось. Все 4 пережили первую ночь и сегодня находятся в отличной форме. Даже самый младший из семьи Белда иногда помогает старшим на ферме, работая с телятами. Удвоения у людей являются редкостью, но для коров это можно назвать настоящим медицинским феноменом. Такое происходит примерно раз в 700 тысяч родов. Кроме того, согласно ветеринарному сертификату, шансы на то, чтобы все телята родились живыми, составляют 1 к 11,2 миллиона. Так что мы можем с уверенностью сказать, что на ферме семьи Белда произошло настоящее чудо. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересных вещей, а также оценивайте и оставляйте комментарии. Что вы думаете об этой истории?